Всем доброе утро, друзья! Вот такие вот виды у нас с балкона. Сегодня я хочу вам показать квартиру, которую мы сняли за 3000 лир в Газипаше. Напоминаю, кто на канале впервые. Мы приехали на день переночевать в Газипашу по поводу квартиры. У нас здесь квартира. Сами мы из России переехали с Татарстана 3 года назад. Сейчас проживаем в Селивке. До этого 1,5 года жили в Газипаше и приобрели здесь квартиру свою. Вот. Но в Селивке приехали на 1,5 года на работу. Сейчас сюда приехали по поводу квартиры, по делам. И решили квартирку снять. Здесь у нас еще есть бассейн в этом доме. Это первый высокий этаж. Кстати, вот кто не знает, в Турции первый этаж, он обычно вот такой вот высокий, как наш второй этаж. Вот здесь вот, например, в этом доме на первом этаже ничего нет. Бывают дома с нулевыми этажами. Это у нас район Пазарджи. Вот так вот, если пройти немножко, то улица морская будет. И там вот море. Вчерашний выпуск можете посмотреть. Там я показывала, мы ехали, показывала дорогу. И пляж Быды-Быды. Здесь вот такой вот дворик. Хороший, кстати. Машины. Наша машина тоже тут. Припарковались. Вчера я здесь еще постирала немножко. После моря вещи наши. Вот такой вот балкончик. Небольшой. Вместительный, в принципе. Но это 1+1. Мы сняли 1+1 на 4. Так, смотрите. Вот такие раздвижные двери. И сразу сходу холодильник и моя дочка. Сейчас поищем. Здесь сразу кондиционер. Квартира компактная, небольшая, но очень такая уютненькая. Получается, детям мы... Так, сейчас закроем. Детей уложили тут. Диван раздвижной, такой широкий. Кстати, хороший диван очень. Нам надо в зал такой же примерно купить. Картины. Вдвоем с детьми. Да, здесь вдвоем они спали. Вот это получается 1+1. Это American Mutfak, кухня плюс салон. И есть еще одна спальня. Вот здесь вот диван, коврик на полу. У нас вот кухня-спальня. У нас кухня-спальня? Да. Столик вот такой вот, как мини-бар сделан. 2 стула, да, мало. Вчера хотели чай попить, но вот сейчас я еще приберусь немножко. Здесь вот чуть-чуть бардак у нас. Так, ну что, немножко прибралась, убрала, чтобы не стояло все на виду. Вот такая вот квартира. Сейчас не кричите, ладно, немножко снимаю. Вот такой вот диван, стол. Давайте быстренько покажу. Здесь уж много показывать. Ночной светильник был, тоже классно, очень удобно. Дальше, получается, здесь посудомоечная машина. Мы ею не пользуемся. Я не знаю, как пользоваться, раз у нас своей нет. Кстати, здесь вот у нас мусор стоял, и смотрите, эти муравьи, как они пробираются. Не знаю, видно вам, нет? Вот отсюда заходят. Я думала, они куда-то туда, вот в мусорку, хотя, смотрите, мусорка-то у нас тут стоит. И вот они как туда-обратно. Как солдаты что-то берут, туда идут и обратно. Вот из-за нас получается вот такая вот дорожка получается. Хотя они и дальше. Вот единственный минус — муравьи. У нас, если честно, в той квартире тоже есть муравьи. Вот. Со стороны балкона летом заходят. Каждое лето. Я заказывала себе какой-то карандаш из России. Вот он только помог. Муж у меня покупал здесь какой-то вот порошочек. Он не помог вообще. Ну ладно, в общем, дальше не зацикливаемся. Кухня вот такая вот. Здесь вот холодильник. Плита, газ, холодильник. Да, у нас тут в холодильнике ничего практически нет. Ну, шоколадка и
то, что осталось у нас от еды вчерашней. Арчелик, холодильник. Так, здесь вот вытяжка. Да, я даже не смотрела, работает, нет, потому что я ничего не готовила. Чисто вот мы поставили чай для детей. Вот. Посуда, в принципе, есть. Единственный минус, я не поняла, ну, то, что, наверное, посудомойка. Может быть, даже и не надо было мыть посуду, я не знаю. В общем, здесь вот нету для мытья посуды. Вот. Ну и давайте покажем ту спальню. Кстати, здесь вот такой шкафчик. Туда мы обувь положили, вместительный. Ну и сразу выход. Потом еще бассейн и двор покажу. Дети убираются. Так, и вот получается спальня. Спальня вот такая вот. Можно почистить. Кондиционер. Лампы. Лампочки. Азалия обратила внимание. Можно показать? Красивые. Подожди сейчас. Лепёк. И подожди, ладно, я сейчас быстренько это покажу. Двери, кстати, очень красивые. Полы мне понравились, очень такие, ламинат хороший. И шкаф такой прям широкий, вместительный, прям хороший. Ну давай показывай, что ты хотел. Ребята, здесь, оказывается, есть эта лампочка, которую вот так делаешь, и она включается. Сейчас. Я уже сказала, что есть ночная лампочка. Она так хорошо прям. Да, только руками не трогай, ладно? Она сейчас холодная. А пчела когда холодная? Подожди, не убирай. Да, вот этот вот петух нас, конечно, разбудил. Сейчас хотела показать вам. Ну, этот вид я уже вам показывала. Зелено, конечно, очень сильно в Газипаше. Разница большая. Сильно прям зелено и свежо. Очень прям с утра. Окна открыли. Прям вообще хорошо. Сейчас еще покажу ванну. Ты что, прибираешься? Ну, давай, убирайся. Сейчас еще покажу ванну. Вы сами не прибиваетесь. Так подожди, а тебя кто заставляет прибираться? Ну, хочу, чтобы... Не прибирайся за нами, мы сами приберемся. Ну, я хочу, чтобы... Мы же придемся. Так, смотрите, что касается туалета. Вот такой вот тоже компактный, вместительный, и все есть. Душевая, не маленькая. Туалет удобный. Да, здесь вот все есть. То, что необходимо, они положили. И я сама тоже как бы и зубную щетку, зубную пасту, все. От Атоми, как всегда, я очень люблю все продукты Атоми. Кому интересно, переходите по ссылке внизу, регистрируйтесь или в мой чат. Я там больше рассказываю про эту продукцию. У меня и умывалка от Атоми. И после умывалки обязательно тонер. Я использую Абсолют уже против морщин, которые... Вот, все у меня всегда от Атоми. Короче, вот так вот все очень удобно, комфортно, компактно. Да, ну, например, кому интересно, квартиры в этом регионе. Стиралка тут же. Вчера стирала, говорю же. И еще хотела сказать, мне очень понравился душ. Наверху есть душ и такой. То есть вот это тропический душ вроде называется. Вот. Такая вот плитка тоже красивая. Еще хотела спросить вот у мужа, что это интересно такое. Я знаю, что здесь холодная горячая вода вот так вот выключается. Она тоже есть у нас. Но это, наверное, для воды или нет. Вот это вот. Что это сзади? Водонагреватель? Или что? Или... Да, водонагреватель. Это такой, короче, на всю квартиру. Ничего себе, классный. Да. Так, ну и пойдемте, я вам покажу, что там снаружи. Так, двор покажу попозже. И можно, в принципе, со двора пройти в бассейн, да? Ну, а я вам покажу, как именно через дом попасть. То есть можно еще и снизу. Вот. Можно на лифте. Ну, а мы на лифте пойдем. Очень красивая плитка, красивый лифт. Вот на минус первый этаж. Нога же болит. Да, ножка больная, поэтому... Так, тут вот такой технический этаж. Есть туалеты для всех, получается. А вон уже бассейн видим. Спор. Вода сюда же есть. Посмотри, как открыто. О, ничего себе. Реально есть тренажерный зал.
Я не знала. Что, сходишь, что ли? А вот, получается, смотри, здесь даже есть где кофе сделать. Смотри, кофемашинка. Воды можно, кстати, попить. Да, желательно здесь. Это такой вот зал, то есть есть телевизор. Можно отдыхать. Но я так думаю, после бассейна-то уж нельзя прыгать. А так, смотрите. Кофемашинка есть. Арчелик. Кофе тут есть, можно сделать. Вот, чай и бассейн, зона бассейна. Давайте покажу. Вау, какая красота! Вот, смотрите. Прям на Базарджи, небольшая такая улица. Здесь вот стол есть, смотрите. Можете вот так вот, можно сказать, в зелени посидеть. Смотри, столик. Здесь зона детская, здесь взрослая. Давайте я дом покажу немножко со стороны. Душевая тут есть, смотри. Вот, душ. Вообще в Газипаше зелено очень сильно, да, ведь? Вот такой вот дом. Зелено же, действительно. Как-то зелено и свежо, да? С утра такой воздух классный. Да, классно, свежо. Вообще прям. Ну не так, чтобы прям свежо-холодно, а вот хорошо. Хорошо, да. Ну, мы сейчас пойдем завтрак надыбаем где-нибудь. Здесь тоже вот стол есть, пожалуйста, тоже. Короче, чтобы соседи не ссорились. Еще надо 2 поставить. Вон наш балкон, там видно. Че, в бассейн-то прыгнем? У нас только крытый бассейн, а тут прям можно отдохнуть. Короче, надо успеть. Так, ну и давайте двор покажу. Пока народу нету. Вот такой вот дворик красивый. Смотрите, какая красота, да? Машинки припаркованы. Так, вот это вроде наш. Не помню уже. В общем, Рено. Вот. Или это? Нет, та вроде. Короче, здесь очень сильно многое зависит. Знаете, вот если вы хотите, например, квартиру, зависит... Ну, вообще я в Газипаше бы не советовала в строящемся брать, потому что это долго, да, и истории много слышала. Вот. И если брать, вот, например, вот такое сито зеленое лучше взять, ухоженное, чтобы бассейн был. Смотрите, там на горе дома, как красиво. Мы, кстати, сегодня поедем еще на нашу Махаля, Ени Махаля. У нас вот, например, дом 3+1 без бассейна, дуплекс. Сегодня, наверное, уж попасть не получится, потому что все-таки мы ее сдаем, да? Налоги мы платим, кстати, кому интересно. Вот. Там вот у нас нет бассейна, нет зеленой территории, да, и все-таки хотелось бы вот такой вот дом иметь. Вот, например, вот этот дом тоже без территории, и зелени нет, и нет бассейна. Вот. А вот этот вот, например, в котором мы сейчас, да, находимся, и вот территория, видите, какие цветы красивые, вокруг зелено. То есть я бы, конечно, советовала бы такую покупать, ну, либо если снимать, чтобы вот так приятно было время проводить. Смотрите, какая красота. Вот, и вот такой вот дом с бассейном. Наш коврик для пляжа есть. Я бы советовала всем, конечно. Вот такой вот двор, друзья. И тоже на рольставнях выдвигается, открывается ворота. Так что круто. Так, ну что, сходили, выкинули мусор. Вот наш дом. Сейчас едем куда-нибудь либо покупать завтрак, либо завтракать, если найдем турецкий завтрак. И приехали, друзья, мы в центр с детьми. Как же я соскучилась. Здесь вот кольцо, а здесь банкоматы. Сейчас пойдем там, где мечеть в центре. Нет, здесь я по кругу нам надо. Я по Креде надо? Вот. А здесь по этой улице, если идти, там Салы базары, тоже банки, там как бы рынок. Кстати, вчера был рынок. Я очень хотела попасть на Газипашевский рынок. Он очень сильно отличается от Селевковского рынка.
Когда я приехала первый раз в Селивке, я просто поняла, что это небо и земля, рынки очень сильно отличаются, вот честно. Там вот лавка, где делают натуральный сок. В этой местности она одна. Здесь не только рынок сам отличается, то есть там и наличие там фруктов, очень разница есть. Потому что в разных регионах всегда разные фрукты и овощи. Вот имейте в виду, я раньше этого не знала, я думала, по всей Турции все одно и то же. Нет. Там, где, например, в местности растет банан, и там будет очень много вкусных бананов. Авокадо, вот, например, здесь в Газипаше растет. Очень много всяких экзотических фруктов, там, например, манго очень много. Вот в Алании их выращивают. Здесь в Газипаше очень большие плантации манго тоже выращивают. Их очень много. То есть здесь немножко и рынок посвежее, вот даже с виду смотреть. И немножко почище, и все так прям очень по порядку, короче, все. Когда я приехала в Селивке, во-первых, фрукты и овощи сами не красивого такого прям сильно красивого вида, да, то есть такого ухоженного, как тут, мало выбора экзотических фруктов. Все? И овощей как бы мало. Так, нам нужно узнать, есть ли завтрак где-нибудь тут. Так, проходите. А здесь мы, испачкаем, конечно, здесь полы мыли. Здесь вот есть, подожди, я залю. В Бургер Кинг мы не будем ходить, мы хотим турецкий завтрак. Здесь вот можно постричься. Здесь мы, кстати, ходили на этот турецкий язык, изучали мы турецкий язык, первый курс прошли, кстати, хорошо прошли. О, вот здесь вот есть Кахвалты, вот, кстати, мечеть. И здесь тоже сидят, вот он есть этот центр, друзья, где мы сколько раз уже проходили, проезжали на великах. Что, есть тут Кахвалты? Так, ну что, заказали мы завтрак, решили прям в центре сесть. Вот, на повороте. Потому что мы уже очень сильно хотим кушать. Ну, для хлеба. Это... Короче, поели, так хорошо стало. Сейчас вот доедем до центра, покажу вам. Дети говорят, а можно мы здесь останемся? Ого! Что здесь сделали? Здесь же раньше в середине, в центре что-то было, да? Типа... Ничего там, ничего себе тут работы проводятся. Короче, вот Манаф, вот рынок сейчас будет. А как раз очень хорошо, сейчас все покажу. Вот здесь вот. О, Турунджу. О, типа здесь этот для росписи Турунджу. Турунджу это же свадьба. Для свадьбы, короче, всякие вот. Смотрите, кто-то не пристегнулся. Вот здесь такие красивые улочки. О, сейчас прям по центру проедемся. По самому центру. На самом. Помните, здесь раньше проводили всякие мероприятия, дети? Не помните? Здесь вы даже... Они здесь не выступали вроде, да? Или здесь выступали? Нет, не здесь выступали. Мы здесь приходили смотреть. А на Новый год здесь ярмарка новогодняя. С настоящим Дедом Морозом. У меня все это на канале есть. Старые ролики, посмотрите. Короче, красиво тут, красиво. А там парк, кстати. Сейчас мы быстренько домой за подарками и заедем к соседям в свой дом. Покажу наш дом со стороны. Но там ничего такого нет, внутрь не получится попасть, поэтому чисто со стороны уж покажу и все. Ну и эта мечеть, это прям вот символ Газипаши. Мам, ой, папа, никак. мне пристегнулись, мы просто так сделали. Здесь везде Хорошо. все поливают, прям смачно, наверное, поэтому здесь все так и сочно. Все прям поливают хорошенько. О, Брызгалки, да. окно. Давайте, Так, давайте покажу дом, как он выглядит. Вот он, наш дом, вот такой вот. Территория как бы есть своя, но ничего нету на территории. Вот такой вот дом. Вот, и у нас получается с той стороны последние этажи. Там вот балкон на ту сторону смотрит. Çok benim
Так, ну что, чтобы времени не терять, мы пришли в бассейн, потому что сегодня надо нам уже выселяться. Вот, съездили быстренько, пообщались с соседкой нашей. Гости зашли, подарки занесли, которые купили. Холодная вода? Нет. Покидаем эту квартиру. Дети прям телевизор смотрят до последнего. Очень соскучились по телевизору. Вот такая квартирка. Все вроде собрали. Шкаф, считай. Ложили вчера и обувь, и кепки. Такой вроде узкий шкаф, но вместительный. Все. Пока-пока. Мы еще хотим съездить на Кору. Это пляж. Вот. Так что, дети, давайте. Все, прощаемся с этой квартирой. Ау! Прощаемся с этой квартирой. В квартире. Выключаем телевизор. Ну, давай, досмотрите. Я выйду на балкон. Классно вообще, зелено прям. И знаете, сейчас 30 градусов на улице. Свежо так. А я сейчас посмотрела прогноз, 34 градуса в Селивке. Такая разница. Но разница вот тут вечерами чуть выше температура показывает на предыдущие дни. А как будто бы там ниже. Не знаю, странно, конечно. Ну там пару градусов всего лишь. В принципе, не знаю, разницы будет, нет. Короче, мы еще хотели сегодня на пляж, вот, как бы собраться, как раз таки планы были, что сдадим квартиру и поедем на пляж. Но скинули видеоролик с пляжа. Отсюда Газипаши. Очень сильные волны. Вот, я думаю, может быть, мы по пути в Селивке, там вот что хорошо на этой стране, там, я как и говорила, пологий вход, сколько я в разных роликах, сколько показывала даже, там идешь долго и протяженный такой вход пологий, как ванночка, даже если сильные волны, они не доходят, и там прям с удовольствием плаваешь, как раз для моей ноги сейчас это самое то. Я же так и не зашла прям вовнутрь. А сегодня скинули волны сильные, короче, в Газипаше. И, наверное, мы чисто, знаете, так прокатимся, может быть, до Кору съездим. Я хочу виллы посмотреть там. В парк зайдем. Вот мы сегодня, конечно, там проезжали мимо, но не заходили. Может, туда зайдем. В общем, попрощаемся со всеми местами и поедем уже в сторону дома. И там уже съездим. То есть по пути остановимся на пляже. И машину только завтра отдаем. Может быть, еще с утречка завтра в Селивке куда-нибудь на пляж съездим. Короче, машина это, конечно, круто. Пипец какой! Он настоящий! Это что это вообще? Он вообще страшный, попробуй. Кстати, банк. Когда там написано «Сквертки банк». Сквертки банк, это какой-то молодец. Да. Ну что, мы здесь жили 1,5 года. Да, Азалия? Ты помнишь, как мы здесь жили, Азалия? Да, помните, как кроликов кормили? Пойдем к кроликам. Гуси это там у нас, а здесь утки. Здесь уточки, да, здесь не гуси. Вон там тоже плавают. Там пьют воду. Ну что, вкусный лимонад? Вкусно, да. Мне не нравится. Тебе не нравится? У нас апельсиновый, у них лимонный. Это настоящий лимонад Да? из выжатого лимона. Ничего себе! Смотри, во главе такой большой гусь. Во главе уток.
Кролики. Кролики наши. Дети там уже пристроились. Вам тоже дать? Нет, спасибо. О, как прискакал. Пониже Давай просто. ты держи. Пониже. Смотрите мои вкусы. Ну и как же мы не погуляем в эвкалиптовом лесу? Это же просто невозможно. Все специально для нас поливают водой, чтобы запах был вкусный. Запах вообще, аромат такой прям. Вот этот парк мы Подержи. столько Смотри. уже. Смотрите. Помоем. Листочки. Смотри, какое дерево, да, огромнейшее просто. Смотрите, береза. Сейчас вот надо как-то вот эту эстафету пройти. Вот обрызгивает только так, я так понимаю. Смотри, Подожди. тут поливает. А он сейчас до туда даже поливает. Я не знаю, пройдем ли мы. Ну ладно, хорошо. Я-то с всё, телефоном. давайте Быстрее проходим. пробегаем. Отлично. Пробежали. Вот такая вот красота тут. Парк. Свежо, эвкалиптами пахнет. Так пахнет эвкалиптами. Заля за меня спряталась и идет. Деловая колбаска. Сейчас здесь посидим немножко в парке. И пойдем в сторону Кору. Короче, выезжаем на дорогу, которая ведет в Кору. И вот эта новая дорога. Выключил музыку. Так, ну что, смотрите. Вон, смотри, вот этот дом достраивается. Дом достраивается, вот этот вот. Вот она, новая улица. Большой, новая улица. Вот этот вот дом, я помню, еще недостроен был, достраивается, там тоже достраиваются. Здесь, получается, все выровняли. Здесь что-то было, как будто этот же. Убрали, Детская что ли? площадка? Детская площадка. Она дальше, наверное, будет. А потом еще теплица какая-то была, типа сад ботанический. Ну, посмотрим. Вон дома. А, дальше он, да. Ну, дома вроде стоят. Вот этот дом недостроенный. Да. Ну, короче, достраиваются дома. Так тихо-тихо очень, вот мы заметили. Вот. Короче, это вот район Кору. Там вот эта вот дорога отличает, то есть не район Кору, все, уж запуталась. Бакелар на той стороне, это Вот Пазарджи. смотри, стройка. Да, это сторона Пазарджи, но как бы мы как раз едем в сторону Кору. Там тоже хотим посмотреть квартиры, виллы. Смотри, какой красивый дом. Вот она, смотри. Вот она, Вот она, да, площадка. Там баскетбольная. ботанический сад. Смотри, здесь вот тоже дом недостроенный. Ну, короче, здесь еще... Вот он, этот треугольный дом. Сверху как бы треугольник. Ну да, он красивый. Что-то как-то непонятно там, да. Стекла вроде стоят, окна вроде стоят. Ну, тоже красиво очень, да. Ой, а здесь вон ботанический сад. А там прям вырастили, вон, смотри, как растения. Ну, наверное, он не работает, да? Заходить. Tropical Park написано. Tropical Park, да. Так, что? Давай. Нет, зачем? Туда же хотел? Сейчас, подожди. К этому нужно проехать. К дому? Да, сейчас проедем. Так, едем на Кору район. Там вот Что, море. проедемся туда? Без разницы. Ну давай просто проедемся, как бы. Посмотреть нам хочешь? туда надо, конечно, но просто проедемся. Давай. К морю, как бы, ближе к морю Давай, проедемся. Банановый плантация. Вообще просто красота. Тут реально бананов очень много. Теплицы тоже какие-то. Вот здесь вот. Ой, смотри, там еще наверху. А, там наверху ресторан был, интересно, он работает? Мы же туда ездили. Да, мы на день рождения Рузаля, 14-летия его здесь справляли. А вот Белла Бич, этот кафешка, где мы тоже были. Здесь вот пляж.
А, так это же здесь Кору пляж. Так и вот же можно еще наверх подняться, смотри. Да, давай. Оттуда тоже. Так это вот это к этому ресторану как раз таки. А, да? Да. А вот Кору, вон этот душ. Кору Душ, пляж. да. Ну тут плиты. Плиты как бы. Мы и тут купались. Очень красиво, конечно, там. Там природные бассейны. Вот эти вот на плитах. Такая красота. А мне хочется вот на виллы посмотреть. Какие тут виллы, как тут вообще живется наверху у них. Вот, красота. Ну, наверное, не будем здесь на море ходить, да? Нет. на море Где-нибудь уже- по пути. Вчера ходили же уже на море. Да, в Айденджик или в что-нибудь красивом месте остановимся. И покушаем заодно, может быть. Да. Так, Вот, кстати, это вот это к отелю, ой, к отелю, говорю, к ресторану, вход здесь. а мы сейчас можем поехать прямо Давай. к прям ресторану. поедем. И вот как Вот раз виллочки. дорога к виллам, мне кажется. Ну, смотри, наверху даже вообще дома есть, оказывается. Мгм. Ничего себе. Ну, короче, я давно хотела по Кору проехаться. Сколько здесь жили, ни разу вот так вот не поднимались в Кору Махаллясе. Вот по этой дороге вообще не ездили. Ни разу. В общем, сверху вид потом покажу, не буду снимать пока. Так, смотрите, какие здесь дома. Дальше смотрим. Прям с видом на море. Хотите жить? Пожалуйста. Короче, смотрела я на Сахибинден. Где-то 6 миллионов даже есть. Но она небольшая. Виллочка. Вот эти дома, конечно, они, Пока наверное, музыку подороже. выключу. Ну, потому что на видео Какой вид! Обалдеть! Да? Пойдемте Да. на море. Пойдемте на море. Смотри, смотри, какая снимаю. Да, он вилла. огромная, просто отдельная. Тут заезд. Все так прям под решеткой. Тут хрен кто что увидит. Но мы... Смотри, едем если дальше. разогнаться, можно на крышу этого дома заехать. Да. Ух ты, какая вилла! Вот это вот. Это вилла? Да, а там вот недостроенное что-то стоит. Кору Wooden House. Что это значит? Вот виллочки тоже разные. Короче, здесь понятно, что. Здесь прям на горе много-много вилл. Я уж туда Сотолык наверх не написано вон. Виллен парк Кору. Ну, не надо наверх, да. Но тут как ходить на море? Тут спускаться надо. Вот смотри, пойду. Сотолык Пешком написано. тут, да. Может позвонить, узнать, сколько стоит. Ну, они узнают. Да нет. Фор Сотолык. Наверху бассейн. Там у них и бассейны есть. Там у них и... да, но, Азалия, здесь нету магазинов. То есть аккуратно. Тут если две машины, наверное, не проехать, да? Нет, разойдемся. Ну, тут А, карманы здесь. есть. Вон виллочка какая-то. Кто-то на мотоцикле спускается. Красиво, короче. Какая вилочка? Вот вилла. Смотри, вся в зелени утопает. Мгм. Красиво. Даже остановка есть. О, ну. Вот, считай, будете жить на вилле, на остановку выходите, автобус ждете, едете на море. Нет уж, спасибо. Вон там тоже Сотолык for sale. Вот наверху, интересно, тут получается уже как дома, да? Ну давай поедем. А, туда не поедем, да? А, тут туда уж нет, тут нет. дороги Вот мы нету. едем по асфальтированной дороге, любимая. Да. Вау, а это как дворец просто целый, Такой красивый дворец. красивый. Смотри, как ворота. Так, и что? Еще выше есть? Спуститься-то сможем, интересно, мы отсюда потом. Не знаю. Считай, море на ладони прям. Кто здесь живет? Ну вот, тоже виллочка. Но я бы не хотел такую виллу, где вот так проезжают на машине на уровне твоих окон. Ну вот, тоже. Я бы хотела такую с большой территорией, и чтобы особо вид был шикарный, но другим как бы видно не было. Кстати, вот этот растет, инжир. Сколько его. А как вид открывается здесь, на теплице? О, просто Вот это вид на теплицы, банановые вообще плантации. не впечатляет. что, на горе? Мы на горе прям. А тут еще вон сзади есть. Как интересно они живут. Тут вон пиво поставили прямо у дороги.
Люди как живут. Ну, здесь 100% только машина нужна. Без машины вообще никак. Или мотоцикл. Ну, на мотоцикле страшно. Вот так вот ездить нет. Я бы, наверное... Я улетела даже с небольшой горы, когда в школу поехала за ключами в Селевке. Правда, об этом я не рассказывала. Короче, кому интересно, вот показали вам проехались по этим местам. Вот здесь вот дома есть, но тоже как бы жить далековато, оказывается. Нашли красивое место. Сейчас мы покушаем, потом Сейчас будем здесь кушать. Короче, по пути нашли такое красивое место. Точнее, Руслан нашел. Мы еще заехали, купили опять в Шефим ресторан вкусняшек. В общем, прям пейзажи глаз радуют. Это в Анамуре, кстати. Смотри, люди там как сидят. Люди, люди даже в воде сидят, смотрите. Кому ты дал? Что ты дал? Вот это ты будешь пить. Нет, я не буду пить. Я не буду кушать. Прям в воде сидят. Меня... Так, ну что, немножко отъехали мы сейчас, приехали в Боз-Йозе. Хотим здесь поплавать, потому что до того места, которое мы хотели поплавать, там, где тоже красиво, мы не дойдем. Здесь, смотрите, какой вход. Но нам такой нельзя, здесь камни. Там дальше есть пляж, уже такой более пологий вход, каменистый. Или, короче, подойдем, сейчас покажу. В общем, это Боз-Йозе. Так, мы уже искупались. Заход вот такой вот каменный, очень тяжелый здесь. Это Боз-Йозе. В общем, и очень-очень-очень тихо. То есть безветренно, потому что здесь вот такой вот есть такая штука, как она, волнорез. То есть здесь совсем-совсем хорошо. В плане, вот то, что у меня нога. Но я захожу в тапках, потому что ноги прям, то есть для ног прям больно. Здесь очень-очень сильно, короче, полого, очень. Здесь песок, уже вот в середине начинается песок. Вот. Считай, вот сколько мы уже прошли. Смотри, тут камни, сейчас задом идешь. Все еще вот такой вот неглубокий вход. И дальше даже, если идешь, так же. Короче, мне напоминает чем-то речку. Азалька там с девочками тусуется. Алмаз вышел банан покушать. Мы, кстати, остановились в Анамуре на серпантине. Бананы купили. 80 лир. Я зачем вообще зашла с телефоном сюда? Показать вот эту гору. Вообще вид. Это просто что-то очень красиво. С таким видом ощущение, что я еще не купалась. Потому что там, смотри, чего-то такое прям. Деревья там. Не деревья, там домики даже есть. Не, ну домики-то понятно. А ты вон там сними. Какая-то. Сейчас я эту гору еще сниму. Все, что здесь, потихонечку. И потом туда перейду. Вообще красиво очень. Короче, мы машину оттуда завели, отдали 150 лир. Оказывается, отсюда вообще было бесплатно. Ну, ладно. Там как бы душевые кабинки. Там мы переоделись. Но вот этот вид не сильно видно, вот смотри. Ну не видно из-за дымки, а так тоже прикольно. А дымка почему? Потому что здесь шашлычная зона, шашлыки люди жарят. Это, наверное, Вот. еще не только из-за этого. Вообще как бы вечером. Да. Там вот на катере вообще приплыли. Вот. Здесь вот такой вот волнорез. В общем, вот такая зелененькая водичка, но здесь песок, поэтому такая мутненькая немножко. Ну вот, наконец-то я искупалась в море. Так красиво. Смотри, как красиво получается. Со вспышкой. Смотри, какие это блики на море. Очень красиво. А вон и Алмаз что-то делает. Смотри, смотри, с тапками зашел тоже. Бай.
толкаю. Мальчик вот этот вот в кадр лезет, невозможно. Скакай, говорит, лошадка. И, друзья, мы уже дома. С утра сегодня пошли отдавать машину и остались в центре с детьми. Сейчас прогуливаемся. Теперь алмаз. Теперь папа. Теперь алмаз. Теперь папа. Отдали детям деньги, пошли детки за мороженым сами. Сейчас посмотрим, подойдут к ним турки, не подойдут. Или они будут стоять, как, не знаю, никто. А нет, Алмаз подошел, зашел прям, зовет кого-то. В общем, зашли с детьми в кафешечку. Мороженое и сами решили чай попить здесь вот в центре. Куда? Не шоколад. Внутри шоколад, да? Сколько стоит мороженое? 35 лир? На двоих 70 получилось, да? Ну ты 70 отдал? 50-20. 50-20, да? А сколько это будет 50-20? Это будет 70. Это 70? Да, а на две разделить, это будет по 35 лир. 50-70. Ой, 50-20. Друзья, мы уже дома. Вот такой вот обзорчик у нас получился в этот раз. Город Газипаши, дороги обратно. Всем спасибо за просмотр. Всех благодарю, что оставались до конца со мной. Всем желаю счастья, здоровья, радости, мирного неба над головой. Всех люблю, всех целую. Всем пока.